Всем привет, ребят, меня зовут Слава, вы на канале Проспект, и в этом видео мы будем разбирать Melodic House в стиле Anjuna. Как обычно, все материалы с этого видео будут доступны у меня на Boosty канале, поэтому обязательно подписывайтесь. Кроме того, вы получите доступ к моим каким-то предыдущим проектам, а также к моим будущим проектам. Там есть 3 разных уровня подписки, поэтому вы обязательно найдете что-то свое. Также призываю вас подписаться на мою группу ВКонтакте, туда я скидываю какие-то анонсы, какие-то эксклюзивы, все скидываю там, а также на мой телеграм-канал и ссылки на мои последующие соцсети, такие как SoundCloud, Instagram, все это будет доступно у меня в описании, поэтому обязательно следите за моим контентом, а сейчас давайте уже переходить в сам проект. Вот мы и находимся в самом проекте, тут не так много дорожек, на самом деле 28, и учитывая, что это Melodic House, а не Melodic Techno, поэтому, наверное, сначала мы начнем с какой-то мелодической части, скорее всего, с пианино, которое является такой основой всего трека. Давайте пройдемся по аккордам, стандартные такие минорные аккорды, трек, кстати, написан G-sharp, то есть это соль диез минор. Собственно, это и есть основа всего моего трека. Как вы видите, я даже не запаривался по поводу того, чтобы сделать пианино каким-то более таким человечным. Я оставил Velocity просто по стандарту, как он стоит, то есть это 75, наверное, процентов 78.
Что из себя представляет это пианино? Это пианино из библиотеки Noir, по-моему, оно называется. Noirfeld конкретно пресет. Вот с такими вот параметрами. Просто скроллил и нашел пресет, который называется, вот, вы видите, Mellow Noise. По-моему, он идеально подошел, такое достаточно мягкое пианино. И пройдемся по обработкам. Тут у меня эквалайзер. Достаточно я много, кстати, вырезаю из-за того, что пианино пришлось в дальнейшем вставлять в контекст всего трека, бас, все такое. Смотрите, какой огромный вырез тут на 206 Гц, минус почти 9 дБ. Как звучит без него? Оно более увесисто, немного так даже отдает каким-то, не знаю, гнусавым, что ли, призвуком. Просто для того, чтобы все это вместить в трек. Следующий плагин для обработки — это мультибенд компрессор. Тоже в районе где-то 300-400 я подбираю весь этот ненужный частотный диапазон. Соответственно, после этого висит Black Hole, реверб, который я постоянно использую, и сайдчейн для того, чтобы просто у нас пианино немножечко вот так вот проваливалось. Кроме того, к этому пианино, если говорить про какую-то мелодическую часть, есть вот такой вот синт, который я назвал Medusa Synth, потому что он очень уж напоминает пресет, который часто использует артист Медуза. По-моему, даже, да, называется просто под Медуза, соответственно. Вот как это звучит вместе с пианино. Давайте прослушаем. Вот у нас есть такая, так сказать, основа трека, и под эту основу я потихоньку добавлял какие-то инструменты, какие-то арпеджиаторы, по которым мы сейчас пройдемся. Давайте посмотрим, что у меня висит по обработке на этом синте, на 16-м, на нашем Medusa Synth. Реверберация, Black Hole, эквализация, чтобы убрать весь ненужный материал снизу, чтобы чуть-чуть сделать менее едким, я убрал верха. Здесь еще раз убираю низы. И дилей, чтобы у нас был такой эффект. Кикстарт, ровно так же, как на пианино. К этим инструментам у меня добавляется такой, я назвал это Small Arp. Он у меня висит на 4-м паттерне. Что он из себя представляет? Это вот такая вот дива. Давайте включу его отдельно. Просто такой движущий арп, который дает, он очень мало заметен в миксе, но просто дает таких каких-то мелодических частей. Он звучит где-то в правом ухе, потому что я на него повесил H3000, это такой, можно сказать, процессор эффектов. Он просто угоняет мой звук в правое ухо, и он там остается, и еще висит на этом всем деле сайдчейн. Дальше у нас идет самое интересное, это основные лиды, основные синтезаторы, которые являются мелодией. Они частично, наверное, я вдохновлялся что-то типа Нильс Хоффман, Бен Бомер, что-то вот в их стиле. Давайте я включу отдельно эти синтезаторы, они у меня называются Lead и Lead 2. На нем у меня висит
две автоматизации. Соответственно, первая автоматизация — это автоматизация параметра котов. Как вы видите, сам синт, он написан в Serum. Я просто взял пресет, который называется Minds, в библиотеке Standalone Music, Tales by Seven Skies. Вот здесь вот очень много прикольных лидов для мелодик техно, мелодик хауса. Соответственно, я автоматизировал параметр котов, и уже после на обработке автоматизировал вот этот вот срезающий фильтр, чтобы добавить небольшого движения, чтобы он вот здесь вот разгонялся. Наверное, основное, что дает характеристики этому звуку, это я зарандомизировал, нажал сочетание Alt плюс R и рандомизировал Velocity, то есть у нас Velocity, оно управляет частотой среза фильтра, из-за этого получается вот такое интересное, не знаю, можно ли назвать аналоговым, какое-то аналоговое движение, то есть как-то вот так вот пытаюсь вам объяснить. Соответственно, этот лид, он потихоньку нарастает, и где-то в яме он уже раскрывается по полной. Давайте пробежимся по всем обработкам, которые есть. Без обработок синт звучит вот так вот. С обработками вы видите, какое такое, не знаю, райское звучание у него появляется. Тут, как обычно, минус низы, минус верха, которые автоматизированы. Сатурация, пресет называется Fat Taped Comp. Потом обязательно очень люблю пресет, который называется Space Echo из Echo Boy. Любимый Black Hole, причем на 42%, достаточно много. И опять еще раз минус низы, чтобы после реверберации их все снять. Кикстарт просто для того, чтобы проваливался этот лид. Немного направил его в левый канал, буквально на 3%, чтобы его как-то отделить от нашего второго. То есть этот лид, он является постоянным, он играет у нас на протяжении всего... на протяжении, так сказать, всего трека, а уже второй лид, который вот этот... он является таким, я не знаю, добавочным, то есть он поверх уже того лида идет. Давайте рассмотрим его. Соответственно, он у нас написан тоже на Serum. Изначально это был пад, по-моему, у него атака была выкручена побольше, но я оставил ее где-то в районе 60 миллисекунд, потому что мне очень понравился такой вайб, я не знаю, Вангелиса, какого-то такого Blade Runner. Соответственно, этот... на нем еще висит такое красивое вибрато, я его переделал в такой, можно сказать, лид. Играет он у нас вот такой вот паттерн, который тоже идет по нашей гамме, то есть соль, диез, минор. И учитывая, что у нас релиз очень большой на нашей огибающей, то есть 3.04 секунды, появляется такой эффект, когда одна нота наслаивается на другую, у нас как будто вот они звучат вместе, как будто у нас происходит вот это вот некое наслоение. Чуть-чуть буквально тут поигрался с Velocity на первой ноте, вместе с предыдущим лидом они звучат вот так вот. На нем тоже висит автоматизация катофа, как и на предыдущем лиде. В некоторые моменты трека, как вы видите, он например, второй части вот этого дропа, он берет, затухает, и в яме его вообще не слышно, потом он возвращается уже в конце. Что по обработкам на нем, как обычно, Black Hole, потому что трек получился достаточно такой... много-много в нем пространства, много блэк-холла, эхобой ровно с таким же пресетом, как и на предыдущем лиде, эквализация, которая почему-то у меня ничего не делает, и просто висит кикстарт, чтобы также этот лид проваливался. Это все, что касается, наверное, какой-то мелодической части. Сейчас потихоньку будем переходить уже к каким-то нашим барабанам, но давайте сначала еще отмечу маленькую деталь, которую я слышу во многих мелодик хаус-треках. Это какой-то такой статичный звук, который
не меняется с течением трека. Обычно это какой-то сэмпл, который тоже задает некое настроение. В этот раз это вот такая атмосферка. Я не знаю, иногда это называют текстура, атмосферы, дроны. У него не меняется нота, то есть она постоянно остается у нас G-sharp. И просто этот сэмпл, он звучит у меня на протяжении почти всего трека, за исключением, наверное, ямы, где я его убрал. По обработке на нем висит минус низы, а сам этот звук из библиотеки Yerevan, по-моему, Production Music Live называется, да, Deep Minimal Organic Production Suite. И он звучит вместе с нашими другими мелодичными синтами. Сейчас я их все включу. Без него. Как будто он дает какую-то небольшую поддержку. Немного обволакивает звук. Давайте переходить уже к барабанам. Как обычно, кик, 4/4, 4 on the floor. Так он звучит. Из библиотеки тоже... Из библиотеки Yerevan, которую я недавно себе приобрел. По обработкам на нем висит Presswork. Это такой компрессор. Тут я использовал пресет Kick Drum Snappy, чтобы просто сделать его каким-то более, я не знаю, пробивным таким, каким-то более аккуратным. Тут он до этого звучал достаточно так басовито. После этого LFO Tool, чтобы его чуть-чуть обрезать, и параметрик EQ убрал 280 Гц, чтобы он как-то вписался больше в микс. Соответственно, после этого стандартный у нас клэп, это тоже луп из библиотеки Yerevan. Он у нас звучит на 7 канале, по обработкам ничего нет, просто оставил его таким, какой он есть. И самый главный, как сказать, movement, движение добавляют, это, конечно же, шейкеры. Шейкеры — это must-have во всех melodic house треках, которые я слышу. Сэмпл из той же библиотеки. Наверное, я большинство сэмплов ударных взял из этой библы. На нем у меня висит минус верха, то, что были, мне кажется, немного ядовитые. Немного их подубрал. Кикстарт. Вы слышите, какой первый удар у шейкера, он такой едкий, неприятный, налезает на кик. Я его убрал и стал звучать намного лучше. И также сделал тут стерео separation, убрал его чуть-чуть в моно. Так мне он казался немного каким-то бесконтрольным, чуть-чуть все подубрал. Дальше идет конго луп, я его назвал конго луп, на самом деле просто какая-то перкуссия. По обработкам у меня на ней висит минус низы, соответственно, вы видите то, что у нас BPM трека 122, на сэмплах у нас висит 110 BPM, но я их все подрезал по времени, использовал алгоритм, который называется E3 Generic. По-моему, это самый удачный алгоритм для того, чтобы конкретно в FL Studio нарезать вот как-то сэмплы. Следующий элемент — это такой том, который играет после у нас первого удара кика. Вы слышите, прям очень сильно добавляет какого-то ритма. Сразу вот такое чувство какой-то органики приходит. Я не знаю, как еще это объяснить. На 10-м паттерне он у меня. Покажу сейчас, наверное, сам сэмпл, если я его найду, конечно. Тоже из библиотеки Yerevan. Вот вы видите LT, Yerevan Tom, C#. Играет он на 20-м канале. Минус низы, скорее всего, да. Минус 64 Гц. Подрезал. Но учитывая, что он играет не на долю кика, надо было, чтобы просто он не конфликтовал как-то с басом. После того, как я накидал вот такую вот готовую аранжировку барабанов, то есть у нас есть какой-то ритм, есть шейкеры, есть перкуссионные лупы, есть томы, я люблю поверх них лейерить лупы или сэмплы, которые плюс-минус на них похожи, которые просто добавляют какой-то энергетики трека. То есть потом у нас в аранжировке появляется вот такой вот тамбурин кашемировский.
Тоже я его про таймстречил, он на 27-м канале. Минус низы и минус верха, потому что все кашемировские сэмплы, они очень-очень яркие, не всегда они вписываются у меня сразу в аранжировку, приходится их чуть-чуть подэквализировать. Наверное, еще один очень важный элемент — это перкуссия, это клейв, который я добавил сам, нашел из какой-то драм-машинки старой, если я ничего не путаю. Вот он называется Afro Clave, попробую найти его по сэмплу, да, из драм-машинки, которая называется Cheetah Space Drum. Никогда ее не использовал, я не знаю, что это за машинка, но я добавил эту перкуссию, поработал немного с Velocity, как вы видите, у нас основной акцент идет на вторую, как сказать, на вторую долю, на долю, где обычно играет у нас Open Head, и повесил на это Panman с пресетом Hard Bounce Dynamic LFO. Просто чтобы у нас перкуссия, она путешествовала из правого уха в левое. Реверберация, использовал Raum от Native Instruments, просто даже на стандартном пресете ничего не менял. Немного такой хаусовый вайб после этого клейва, немного отдает Disclosure их какими-то записями. Поверх этого еще один шейкер из той же библиотеки, что и до этого. Этот уже такой более шершавый, менее высокочастотный, на нем тоже висит кикстарт, как и на предыдущих шейкерах. Ну и уже дальше по аранжировке добавляется head, интересный head. Это был просто сэмпл какой-то из синтвейвской библиотеки. Я хотел, чтобы на нем висел дилей, и дилей пинг-понгом перемещался с правого уха в левое. Я не знаю, почему это мне пришло в ум, но по итогу я так и сделал, и вот у нас есть такой интересный звук. Все вместе барабаны звучат вот так вот. Если добавить все инструменты предыдущие, как вы видите, в аранжировке также у нас вот второй лид. Перед тем, как наступает какая-то фраза, то есть новый дроп, я сделал вот такой вот заезд, то есть у нас не на первую долю ударяет мелодия, а тут есть еще такой небольшой подъезд к ней, то есть без него. Это как будто какой-то эффект реверса, то есть у меня дальше в аранжировке будут тоже всякие реверсы вокалов, какие-то эффексы, но просто вот какой-то, не знаю, вам небольшой совет, если у вас есть какой-то лид, то не бойтесь периодически какие-то там микроноты где-то в аранжировке добавлять. Можно переходить, наверное, к басу. Бас на самом деле тут весьма простой. Это просто бас на сустейне из дивы, пресет, который я часто использую. По-моему, либо я его накрутил сам, либо где-то нашел. Просто сустейновый бас звучит. Небольшая компрессия на нем. Убрал 140 Гц и сайдчейн, два сайдчейна, почему-то у меня висит один, который исходит от кика, как вы видите, и второй еще на кикстарте. Давайте теперь быстро пробежимся по эффектам. Наверное, один из самых интересных эффектов, которые я нашел, это вот такой, я назвал его Bell FX. Это как будто удар по большому колоколу. Нашел я его в Omnisphere на 11-м паттерне. Не, на 11-м, на первом паттерне. Это вообще, получается, первый звук, который я в этой аранжировке, наверное, нашел. Надеюсь, Omnisphere подгрузится. Вот. Называется Water Celeste. Не знаю, как правильно произносить. В общем, такой весьма органический звук. По-моему, он прикольно вписался в аранжировку, на нем большое количество ревербераций, и вот конец каждой фразы, каждого там 8-9 такта, он играет. Вместе с ним играет вот такой вот noise trance, я назвал это просто такой transition, по факту это просто белый шум,
и они вместе такую текстуру перехода делают. На Noisy, я не знаю, у меня висит что-то или нет, на нем тоже висит Black Hole на большом Dry Wet. Вместе с этим, безусловно, всякие вокальные реверсы из какой-то сплайс библиотеки я нашел. На 23-м канале висит Black Hole. Но без таких вещей, думаю, вообще никуда в Organic, в Melodic House. Также Crash Transition, тоже из библиотеки Еревана. Причем я его запитчил на почти 6, получается, полутонов вниз. Я его запитчил, потому что он был достаточно яркий. Когда у нас вступает яма, звучит вот такой вот импакт, кашемировский, низкочастотный, никаких обработок на нем нет, просто он есть как есть. Кроме этого, где еще что не прошелся, Clap FX, стандартная, тоже для перехода, обычный клэп, можете взять из любой библиотеки, этот конкретно из библиотеки Sennheiser, по-моему, и на нем висит просто большое количество реверберации с Black Hole. Белый шум, сэмпл из какой-то библиотеки, тоже из сплайса где-то я нашел. Так, вырулю обратно на свои сэмплы. Небольшие автоматизации где-то там и тут, например, на Медузе синте, как я и говорил, он потихоньку раскрывается где-то он уходит в тень, когда, например, открывается один синт, уходит другой синт. Это все я делаю чисто на чувстве, как я считаю нужным. И, в принципе, наверное, даже по аранжировке все. Часто у меня спрашивают, что у меня висит на мастер-канале. На мастер-канале у меня здесь висит просто минус низы, минус 32 Гц, Oxford Inflator, просто это какой-то клипер и лимитер. Все, то есть никакой обработки у меня на мастер-канале больше этого нет. Аранжировка, еще есть автоматизация, по-моему, была на мастере, я делал, может, она и осталась на самом деле, кик и бас, они просто уходят. Нет, она даже не осталась, я слышу, можно ее просто вот так вот взять и удалить. Вот такой спокойный трек получился. Лично мне он напоминает что-то в стиле Anjuna, что-то в стиле Monster Cat Silk. Если вы хотите побольше именно такого мелодического материала от меня, то обязательно пишите в комментариях. Ребят, всем большое спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравился видос, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставляйте комментарии, на какую тему мне снимать следующие видосы. Я всегда прислушиваюсь к комментариям. Этот трек доступен у меня в группе ВКонтакте и в Телеграм-канале, поэтому если вам интересно следить за мной, обязательно подписывайтесь на эти соцсети. И если как-то хотите поддержать меня финансово, то, пожалуйста, платформа Boosty, там вы можете найти 3 вида подписки, туда я выкладываю все свои проекты, поэтому подписывайтесь там, либо можете поддержать меня на стриме, надеюсь, скоро проведу еще один стрим. Также следите за мной в SoundCloud, туда я иногда выкладываю какие-то треки, которые у меня есть, подписывайтесь на мой Instagram-аккаунт, тоже, если интересно за мной следить. Всем спасибо еще раз за просмотр, всем удачи и всех с наступающим. Пока.